Доброе утро, друзья мои! С вами на канале Она Ольга Николаевна. О, голос, видите, с утра еще какой. Ну ничего, мы это переживем. Значит, сегодня я хочу поздравить всех с первым днем лета прежде всего. Да, сегодня 1 июня, первый день лета. Но у нас в Петербурге сегодня, я посмотрела, переменная облачность. И температура поднимется самая такая высокая, это 14 градусов. Ну, это среднее, может быть 15, я надеюсь. Ну, дождя хотя бы нет, и то хорошо. Я встала сегодня, у нас уже, естественно, отопление давно закончили. И поэтому, знаете, прям очень-очень прохладненько было, да. Я вот даже оделась потеплее перед вами. Но надеюсь, что сейчас немножко распогодится. И что хочу сказать вам. Для начала обозначить свой завтрак. Значит, здесь я нарезала вот так вот, видите? Ресторанная нарезка. А это моя знаменитая терка, с которой мы с вами познакомились уже давно. И она у меня вот так вот шинкует овощи и фрукты. То есть вот так огурчик я сделала на ломтике. И, конечно, яблоко. Далее вы скажете, ты, значит, обозначила похудение. Да, обозначила. Но сегодня я должна продегустировать свое рукоделие. Так как я сегодня... вот прежде всего надо сказать еще, что сегодня День защиты детей. И всех деток мы поздравляем с этим праздником. И, естественно, им дарим подарки. Хотя бы небольшие. Лакомство какое-то, да. И я сегодня должна и обязана купить своим внукам мороженое. И принести, и угостить. Да, обязательно. И, может быть, даже не по одному, естественно. А с пустыми руками не пойдешь. И поэтому я им вот такие блинчики фаршированные сделала. Печенью фаршированные, да. Спекла, приготовила печень для начинки. Отварная печень, измельченная. Вот, пожалуйста. Ну и, конечно, я обязана продегустировать, несмотря на то, что я себя ограничиваю в мучном. Надеюсь, это не будет мне в большой вред. Вот так вот я перед вами отчиталась. Ну и, конечно, чашечка кофе у меня. Сметанки, ложечку, посмотрите, положила ложечку сметанки, просто немножечко. Причем сметанку купила 10%. Да, вот такую вот сметанку купила, чтобы она не была жирная. Нам жирная нельзя. А сейчас мы приступаем. Всем приятного аппетита. У нас сегодня будет с вами активный день. Я уже сказала примерно какой. Вот. То есть будет немножечко такой уже запланированный день. И мы с вами должны подкрепиться, чтобы через час-другой нам не захотелось бежать и скорее что-то кушать. Приятного аппетита, кто со мной завтракает, кто собирается завтракать. И, естественно, кто уже позавтракал, хорошего дня, хорошего веселого дня. Сегодня первый день лета. Когда-то и мы были детьми, да, и тоже ждали каких-то таких своих праздничков, которые нас тоже родители в такие праздники баловали, да, но не так, как сейчас. Сейчас уже и не знаешь, что придумать и чем побаловать, да, вот так вот не придумаешь, чем побаловать. Ну, а когда-то мы радовались любой мелочи.
Но вместе с тем хочу сказать, у нас детство тоже было интересным. Может быть, даже интереснее, чем сейчас. Но хотя многие могут на этот счет поспорить. Вот. Так что им тоже сейчас интересно. Со своими электронными играми. Ну, хочу поделиться немножко о своем городе. Вычитала в новостях, что купальный сезон у нас начнется в третьей декаде июня. Ну, это по погоде возможно. Так, сейчас, конечно, еще купаться нельзя. Кроме этого, проверил Роспотребнадзор все наши пляжи, а у нас их 14 обозначено, которые, ну, не то что не рекомендуют, а даже запретили купание. Но это не значит, что вообще их закрыли. Просто пока что запретили купание. Ну, возможно, еще есть время и пляж почистить, и, значит, припляжную водичку как-то очистить, может быть, от каких-то наплывов. Хотя субботники были, да, были у нас в городе субботники. И прибрежные зоны очищались от мусора и так далее. Но я думаю, что это делать надо время от времени постоянно, потому что волной же может быть и наносить вновь мусор, и там как-то портить немножко прибрежную зону. Так что мы надеемся, все будет хорошо. И еще хочу сказать, мы с вами были на прогулке, здание биржи, да, мы видели, я его обозначала. Так вот, там находится и биржевой мост. Он разводной биржевой мост. Ну, такой крупный мост. Большой мост. Был на ремонте 2 года. Ну, там, значит, механизм разводки ремонтировался. И, значит, я вычитала, хотя я как бы не задавалась с этой целью, в новостях это, да, в наших местных новостях санкт-петербургских, что разводился он раньше за 8-9 минут, а теперь 3,5 минутки для этого потребуется. Ну, для разводки вот этих вот 2, значит, крыльев. Ну и все. Вот таким вот образом. Ну, остальное не совсем интересно для всех. Ну, а это так уже к слову, так как мы с вами гуляли и видели это место, и там этот мост находится. Вот. Ну, что с вами еще сказать вам? Значит, сегодня у меня по плану, я уже вам сказала, я должна внуков навестить, поздравить с их праздником. Да, мы их оберегаем и защищаем. В частности, родители, конечно, этим по большому счету занимаются. И хочу сказать, да, блинчики удались. Так что рекомендую тоже вспомнить вот такие блинчики. Обычный рецепт блинчиков. Как их печь, мы все знаем. Кстати, печень я не измельчала через мясорубку. Меленько порезала ножом. Она хорошо проварена, ножом порезала. То есть она такая измельченная получилась. Пожалуйста, сделала вот такие вот фаршированные блины. А то, по-моему, после Масленицы я ни разу и не делала их, да, ни разу не делала. А уже Масленица была у нас, когда прошла она у нас в марте месяце, да, в марте месяце.
Ну и хочу тоже сказать, что я, естественно, все ваши комментарии читаю, отвечаю, по возможности комментирую. То же самое с вами, всегда на связи. И да, как вы и написали, такие подарки сами бы не против получить. Такие подарки, которые мой Станислав получил на день рождения. Да, вот так вот. Да, действительно, необычная такая вот чашечка. Фарфоровая она, кстати. Да, в виде кошечки оформлена. На такой ножке красивой. Да, необычная. А, кстати, это новые чашечки. Они появились уже в зоомагазинах. И они, кстати, тоже такие по-разному оформлены. И по цвету бывает, и розовенькие для девочек. Вот. И голубенькие, там с голубеньким оформлением, мальчикам. А у моего, как это называется? Подождите. Унисекс. Унисекс называется. То есть и мальчикам, и девочкам. Она чисто беленькая. Вот так. Но он доволен. Он доволен, да. И игрушечки ему очень понравились, мышки. Он их очень любит. Они, видимо, еще пропитаны чем-то. И вот прям с удовольствием как бы их трепет, играется. Они еще на такой резиночке, их можно подвесить. В общем, ну, такое интересное занятие ему. И чашечка устойчивая. Прям такая тяжеленькая. И, надо сказать, не дешевая. Да, а я вам обозначу. Она стоит, в общем, 500 рублей. Да, вот именно она стоит там. Ну, я не буду обозначать вообще до точности. Да, 500 рублей. Вот такая вот. Но она чем хороша? Бывает, он там разыграется, или бежит, или еще что-то. Или нечаянно какие-то движения сделает. Но она такая тяжелая, устойчивая. То есть не перевернется, не так, не сдвинется там и так далее. А у них же тоже, может быть, это они кушают, упадет, допустим, этот камешек питания. И он может его там как-то лапкой, что-то. Если легкая, он, конечно, и сдвинет, и все остальное. Но она такая устойчивая. Тяжеленькая, устойчивая. Думаю, он будет доволен. Хотя у него и до этого неплохие были чашечки. Не спорю. Но к дню рождения ему тоже хочется каких-то новеньких вещей. Вот. К одежде он не привык. Не приемлет одежду. Как-то ему покупали, он был еще маленький, ему купили свитерок. Да, свитерок, не комбинезон, ни что, просто свитерок. Такой вот. Так его, если даже надеть, он очень становится неспокоен и будет до тех пор стараться снять его. В общем, неловкость ему доставляет одежда, пока ты сам его не снимешь, этот свитерок. Так что траты были впустую. Да, траты были впустую. А так он был прям вязаный, как вот, ну, кусочек такой, вот знаете, как у свитерка вот это вот здесь воротник такой, ну, поуже, как будто здесь с вырезами для передних лап. Ну, а больше ничего особенного. Вот так вот. Так что одежда у него тоже пыталась появиться. Я надеялась, что иногда... Ну, он тогда маленький, видите, был. Сейчас-то вот он какой пушистый и пуховый. Сейчас ему не жарко. Он даже утром, я же уже рассказывала вам, у меня на балкон окно открыто. Так он рано-рано туда уходит, смотрит в окно,
встречает рассвет. Да, встречает рассвет. Кстати, белые ночи у нас уже наступили. Но эти дни, знаете, последние все-таки ночи такие, как бы в тучах все, и поэтому не очень это, ну, ощущается. Вот. Не очень, ну, видно, что это белые ночи. Вроде как и, ну, темновато. А вот когда туч нету, да, тогда, естественно, это, ну, более наглядно видно. Так что тоже мы это вам снимем. Да, посмотрим мы с вами. И, конечно, я увидела, и вы чем занимаетесь, и что выращиваете, и какая красота. И Ташкент посмотрела. И вы знаете, ну, конечно, я не узнала ни одного места, вообще ни одного. Но это так давно ведь уже было, я так прикинула, это же уже почти 30 лет, около 30 лет. Конечно, там даже где я была, в каких местах, я думаю, что там изменения произошли очень существенные. Да, и ваш парк замечательный какой. 30-летие независимости Узбекистана. Да, я прям весь с удовольствием посмотрела, прогулялась с вами. Очень все красиво. Очень красиво. Ну, во всех, конечно, уголках нашей Родины есть места красивые. Я согласна, да. Ну, там, конечно, парк еще молодой. Я сразу вспомнила, знаете, вот у нас, ну, по крайней мере, от меня он не в пешей доступности. Этот парк, это 300-летие Санкт-Петербургу. Это в 2003 году его открыли. Он на тот момент, он вообще тоже, вот как бы я вчера так сходство немножко заметила, деревца еще тоже высажены были, определенно высажены. Там и всякие, значит, и липа, и рябина, и, ну, и елки, конечно, обязательно. И те, которые росли, так скажем, сами собой, не высаживал их никто, тоже и это, ну, конечно, более-менее его как-то по схемке все это делалось, и дорожки, и прогулочные зоны, и, конечно, вот высадка новых деревьев, все это было задумано как надо, да. И вот в то время тоже деревца были молоденькие, сейчас, конечно, они уже вымахали, ну, естественно, 20 лет назад, вот. А там еще я вижу, что, ну, молоденькие там растения, деревья, ну, цветы, понятно, что их надо высаживать чаще все. А вот уже такие деревья, которые, ну, навсегда уже, на несколько лет и даже много лет. Да, красиво очень, и фонтаны красивые. И закат вы поймали вообще шикарнейший, шикарнейший. Прям еще немножечко бы по времени, и уже даже настоящий закат бы был такой, где уходит, прячется солнце за горизонт. Да, красиво. Очень мне понравилось, конечно. Мне показалось, даже у нас попроще. Да, ну так вот. Но у нас другие плюсы. Да, у нас другие плюсы. У нас Финский залив. Это же вообще такая махина водная. И красота, и все, и пароходы. Не пароходы, говорю, теплоходы. Вот, да, то есть это, конечно, тоже плюс большой. Вот, и набережная, конечно, у нас такая. Я была с вами, ну, последний раз, уже не помню число, но тоже там как-то спонтанно я проехала туда, не собиралась, но проехала. И зашла даже не по центральному входу, а зашла немного с бокового хода. Ну, у нас ремонт идет, вы видели, да, ремонт этой набережной. Не знаю, сколько протянется. Я уже, наверное, там была, это, наверное, ну, месяц, положим, назад, так, примерно, навскидку. И там, да, как бы облагораживалась вот это вот, этот, ну, берег облагораживался. Даже как бы суша отвоевывала, да, суша отвоевывает же себе, значит, территорию. Вот там примерно такое происходит. Но это будет уже потом видно. По крайней мере, обещают, что очень будет тоже все обновленно, красиво.
И, в общем, мы тоже должны это увидеть. А на тот момент еще и деревца не распущены были, и так было лысенько, и травка еще не была. Вот. Но все это, я считаю, будет. И тоже красиво. Уж, по крайней мере, который кусочек оставался по центру, и мы его видели. Вот эта вот каменная набережная со ступенечками вниз, с цепями, с шарами. Все это тоже, конечно, красиво. Ну и фонтан, конечно, уже столько лет ему, как бы он продолжает действовать, и все остальное, ну тоже уже немножко, может быть, требует какой-то обновленности. Ну, я так считаю, да. Но, видите, город большой, забот у нас много, поэтому, ну, вот так вот все, надеемся, все будет ухожено и облагорожено, и тоже будет хорошо. Но это не центр же, поэтому как-то больше на центры города обращают внимание, а это вот так вот. Ну ничего, ничего, мы туда прогуляемся как-нибудь и увидим, и изменения увидим. Я так считаю, и надеюсь, и будет, и все остальное. Ну а теперь, наверное, я заболталась. Чашечку кофе я уже выпью, как бы в одиночестве. Да, чашечку кофе, и подостыл он порядком. Ну ничего, я такой люблю. Самое нормальное. Так что все. Это я вам отчет даю. Я не наедаюсь, просто продегустировала перед вами и показала, что я не сижу сложа руки. У меня всегда есть заботы, занятия и так далее. Вот, в планах много всего, но жизнь немножко диктует свои правила и прежде всего свои планы ставит. Так что, кто был со мной, приятного аппетита. Кто кушает, собирается, тоже приятного аппетита. И всем нам хорошего дня. Первый летний день. Да, первый летний день. Первый день лета. Ну и день защиты детей, естественно. Так что спасибо, что со мной, спасибо, что комментируете, спасибо, что ставите лайки. Это нам необходимо всем и многим, по крайней мере. И сейчас я с вами попрощаюсь. До следующей встречи. Всем нам здоровья, благополучия, мирного неба. Будьте счастливы. И до встречи. Она Ольга Николаевна.